когда мама когда выслали ее с родителями, отец успел документы на дом как-то взять. Как взять, я не знаю. Вообще не понимаю, как он их привез. Потому что когда у мамы мать умерла, отец остался, и он матери передал эти документы и сказал: сохрани, может быть, когда-нибудь вернешься на родину. И когда отец на моей маме женился, он эти документы сжег. Побоялся. Хотела бы она на родине, вероятно, умереть, я так думаю. Ну, ни родины, ни флага. Ну вот что вы вот говорите, если вот она вот сейчас вот, когда у нее с головой не в порядке, и она ночью лежит, проснется, и она на литовском разговаривает, громко так на весь дом, тишина, и она на литовском. Или я подойду, она мне на литовском говорит. Конечно, скучает, я думаю. В Литве мы жили, папа, мама и я. Дом свой большой был, у Тани есть фотокарточка. Началась война. Приехал грузовик, остановился утром 2 часа. Собирайтесь на машину. Говорит, куда? Нас отвезли на вокзал. Собрали полный уже эшелон людей. Больше всего литовцы были. И поехали. Приехали в Россию. Вот так и живем. И для Литвы настал день весны. И, подобно сбросившей оковы реке, народ смел ненавистный буржуазный режим и провозгласил советскую власть. Литовский народ уполномочил своих посланцев, комиссию Народного Сейма Литовской Республики, просить принять Советскую Литву в Союз Советских Социалистических Республик. Мой дедушка Тадеуш Норберт Рекушас. Ну, по-польски Рекуш. Вот. И, значит, у него дети все получили в наследство по несколько имений. Мой дед, и вот 5 детей. И вот все очень были зажиточные. Все имели дворянское происхождение. Как бы документ. Мой прадед был очень умным человеком. Вот он создал литейно-чугунный завод «Минерва», который в Каунасе, который производил чугунные изделия, которые до сих пор не могут определить, из какого состава, это я уже рассказывала. И вот эти вот все, которые делал кресты, памятники, которые еще до сих пор сохранились и находятся на кладбищах Литвы. А жена вот у моего деда, моя бабушка, она шла Рекошене. Тоже очень знаменитый род, крупные землевладельцы. И не только мама была с родителями выслана в Коми. Были еще двоюродные сестры, ну, дети вот у теток, которые были высланы в Сибирь. Куда в Сибирь, я не знаю. Они там умерли. Вот это бывшая электростанция лагерная, которую начали строить в 1932 году. Вот как привезли вот это ПВЧ, где боржами их. Вот сейчас подойдемте и покажу, вот где была пристань Красный Маяк. А тут был глухой лес. Одни начали, их сразу, они в землянках жили, конечно, тут
начальство, конечно, было у них где жить, где-то бараки уже были, раз тут комбинат был, северный, Пезмакский. Вот, они в землянках. И одну группу сразу поставили строить вот эту электростанцию, а вторая группа строить лесозавод, чтобы потом это друг другу ток давали и опилки. И начали тут рубить лес. А вот этот, посмотрите, слева мы подойдем, угол из камушков. Стена из камушков, этот угол. Дальше из кирпича. А строить-то было, вначале-то кирпича не было. Лесозавод, потом маленький кирпичный завод еще сделали. И вот этих лагерников ведрами послали по этим ближним деревням, конечно, с охраной. Они собрали вот эти камни. И вот этот угол начали с камней делать. А потом уже начали делать эти кирпичи, и уже начали кирпичами. Ну, сейчас мы подойдем. Плунга, город Плунга, Литва. Семья, директор школы, там маленький городок Плунга, мы там были, с ним ездили. Вот директор школы был отец, а мама учительница. Вот, и они жили прямо при школе. Там была комнатка, даже своего дома не было. И вот в 1941 году советские войска начали заходить в Литву. Мы, говорит, смотрели, мы видели, как, говорит, на поездах и на автомашинах стали приезжать советские войска, солдаты, даже разговаривали. 14 июня, и вот это все началось. К нам, говорит, пришли люди, по-моему, военные, он говорил, сказали, что быстро собрались. Мать, говорит, начала плакать. Отец сел и сидел, и, говорит, он умел по-русски говорить, но он, говорит, не захотел. И он говорит, наверное, нас уводят на расстрел. Вот и потом на поезде, потом по реке на баржах привезли до первого участка, где Теребей, это 4 километра от Корткероса. Вот маму и сестру. А в Литве уже сразу вагоны отделили отца. Мужчин всех сразу отделяли. И отец попал в Красноярский край. И по рассказам, что он был расстрелян. Вот это в 1942 году. На следующий день всех на лесоповал. А люди голодные. Вот он говорил, что 3 дня. А в магазин, говорит, зайдешь вечером после работы. Надо очередь стоять на талоны. Там стоит продавец. Тоже кто-то, может, из лагерных работающих. И начальник лагеря. И если ты не работал, там же они все записывают, он говорит, талон себе клал. Себе. То есть их норму он себе. То есть хлеб получал он. И человек уходил без хлеба. А хлеб было главным у них, главным. Но баланду, говорит, какую-то давали, размешанная мукой какая-то вода. Вот это что? Она ничего не дает, никаких сил. Где мы жили в Услокчине, река была на другом берегу реки, берег повыше другой был. И там весна пришла, вода большая была, и нанесло туда бревен пиленных, которые надо было увезти плотом. Эти раз по кустам расплылись деревья. Нас потом всех, давайте на лодку, утром темно увозили, вечером темно привозили. Собирайте из кустов эти все бревна, катите в воду туда, на речку, подталкивайте дальше, чтобы плыли, они там ловили, пучки связывали, потом катером плоты увозили. Ой, сколько тоже. Я маленькая была. Эти все побольше люди, взрослые.
то палку дают катать. Катаю. Ну, которые не очень толстые, это носила тоже с людьми на руках. И эти бревна пришлось поработать всем, куда деваться. Ну, это пока кормили хорошо. А как стали дать 400 грамм хлеба, о Боже, тогда какое горе было. Отрежут этот кусочек, пополам разрежешь, половину вечером покушаешь, половину в карман, чтобы крысы не съели. На половину вечером, а половину утром, чтобы на работу идти покушать. А ты кушал или не кушал эти 200 грамм? Не чуешь было. Все равно голодный такой. Обед придет, все сядем и слезами умывались. Нечего было кушать. Вместе проходим навстречу победе, ее звезда уже сияет нам. И скажем красиво, уезжает соседей, своих наследников и за себя. И скажем красиво, уезжает соседей, своим родным сынам и за себя. Своим рождением наш поселок, да, Усть-Локчим обязан Пезмакскому северному комбинату, который затем вошел значит, в систему Локчим-Лага, который был центром, да, всех лагерей, которые вот размещались вот близ вот этой территории. Вот. И в основном, конечно, это были сосланы и по политическим мотивам. То есть это в период сталинских репрессий. Вот здесь они у нас оказались на территории нашего поселка. Их труд использовался на лесозаготовках. То есть нужно было заготовить в стране лес. Все для фронта, все для победы, как говорится. Вот. Очень много было литовцев. Вот в 1941 году, это вот начало Великой Отечественной войны, было вот на территории нашего поселка спецпоселения прибыло 147 литовцев. Разве мы когда-нибудь вот задавали себе такой вопрос, что вот у нас история такая у поселка. Мы жили, счастливо жили, да, никогда не задумывались. Вот Шурик Перлов, да, мой одноклассник, что там папа, что да, он еврей, и, что вот такая сложная судьба у его, значит, отца, да. Что вот как он попал. Мы ничего об этом не знали, даже не задумались. Мама работала и начала болеть, все болела. И очень рано умерла. Папа тоже за мамой через 3 месяца тоже умер. Осталась одна. Мама стала умирать. Я говорю, мамочка, что с тобой? Она говорит, да, тебе уже 13 лет. Я как начала плакать. Мамочка, зачем меня оставляешь сиротой 13-летнюю? Мама раз упала и готова. Я плакала и плакала и день, и ночи. Мамочка, мамочка, что я буду делать одна без тебя? Ну что? А одна женщина идет, тоже не старая, по воду. И говорит, 400 грамм хлеба будешь получать, водичку из речки, покушаешь, попьешь и работать. Я тоже так, говорит. Это вот эта яма.
братская могила, куда вот 10-15 человек ложили. И вот одна из бабушек там рассказывает, вот Джерома, я, говорит, когда шла в Корткерос по этой дороге, а их-то не прикрывали, пока не заполнится. Я, говорит, ветками прикрывала, чтобы никто не видел. Этого нельзя было делать. Вообще нельзя было подходить. И вот таких ям, вот тут очень, очень много в лесу. Можем немножко походить, вот посмотрите. Немножко вот видно вот рядами. И никаких колышков. Может быть, когда-то и были колышки, но уже их не сохранилось. Вот к этой работе мы с Анатолием Антоновичем же много лет вместе эту работу делали. Как это и сказать? Не было никакой поддержки от властей. Просто нам, хотя бы он говорил, лишь бы не мешали они. Вот я и говорю, мы едем со школьниками сюда на весь день. Это что, огромную территорию надо исходить, найти эти кладбища по этим. И уставшие до вечера бегом идем на рейсовый автобус. А чтобы вот машину нам дать, нам никогда не давали. То есть поддержки нет. То есть где-то в 2000-х годах еще как-то была чуть-чуть, но маленькая поддержка в том, что они... Как это и сказать? Как будто бы нам разрешали вот эту работу делать, но не поддерживали. А сейчас, вот я еще думаю, как я еще это ВКонтакте материал даю, сколько будут терпеть эта власть. Потому что это мне уже многие говорили, что пора уже заканчивать эти материалы, которые я даю, редактирую, которые много материалов осталось. И подаю ВКонтакте, чтобы по этим фамилиям могли кто-то тоже своих найти. Конечно, нет. Вот Анатолий Антонович всегда говорил, лишь бы не мешали, мы как-нибудь сами. Ну вот и посмотрите, вот кто-то трактором тут залезал. Вот одна, вторая, третья могила, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я. Вот второй ряд. А тут вот по этому ряду уже трактором вот прошлись. Тут очень хорошо. Это, наверное, уже самое последнее спецпоселенческое кладбище, потому что хорошо видны вот эти холмики. Очень хорошо видно. Да, если вот так пройдутся пару раз трактором, еще раз равняется. И Анатолий Антонович обращался в администрацию, чтобы эти лагерные вот эти кладбища огородить, чтобы не залезали так тракторами, мусор не кидали. Вот там на одном из кладбищ мусорную свалку сделали. А нет, никто ничего не пошел навстречу. И вот так и получается, что вот тот могила, что остается. На, ешь, и хватит на сегодня. Так. Машка, иди покормлю. Пойдем, Маша, дам. Маша! Маша! Машенька! Машенька! Иди. Иди кушать. Юля, куда попёр? И вот как не чокнуться? Последняя сегодня еда. Каша на ночь. Поняла? Так много очень, наверное. Сколько скушаешь? Юля, а ты чего клянчишь? Сегодня дождик не был. Дождик, целый день дождь. На.
Наелась или еще будешь? Наверное, хватит. Потом плохо будет, да? Дай одну ложечку и все. Ой, не могу. Что, Юля, ты ела? Ела. Чё, спишь, нет? Так, ну чё, девчонки? Блин, а? Так, я что что-то... книжка. Когда я такая вот обычной такой жизнью живу, как будто так и надо. Мама, пеленки, кормежка, животные, огород. Это вот рутина вот так идет. И вечером, например, засыпаешь и думаешь, а вот завтра опять то же самое. Но когда вот так вот какой-то разговор с кем-то, вот сейчас с вами разговариваю, огонь такой, вот знаете, вот тухло, да, вот, например, и вот так вот постепенно начинает огонь подниматься. У меня такой азарт, такой. Вот, ну, не знаю, как это объяснить. Я так жалею, вот что я не знала этих родственников. Мне кажется, во мне было столько хватки всегда. Мне кажется, я бы многому научилась у них. А так у меня всегда была мечта. Не знаю, наверное, точно это в крови. Сеть гостиниц иметь. И быть хозяйкой гостиницы. Мечта, которая не сбудется. Огромная, как детство, которой нет ни края, ни конца.